Добро пожаловать в мир богатства. С вами я, Марсель Лиор, первый в России дзен-миллионер, предприниматель, лучший бизнес-тренер России и специалист по мгновенной трансформации человека. Как раз и навсегда попрощаться с вечной нехваткой денег? Как научиться жить посредством и при этом ни в чем себе не отказывать? Я расскажу вам в этом ролике. Вы знаете, что с формированием подушки безопасности у многих возникают определенные трудности, поскольку многие фокусируются только на большой сумме, забывая о том, что мы расходуем незначительные суммы. Но если посчитать, то они потом выходят в достаточно существенную сумму от нашего дохода. И поэтому, создавая подушку безопасности, не нужно думать только о какой-то большой цифре, о большой сумме, что вот если я ее накоплю, то будет в жизни все хорошо. Начните с малого. Начните откладывать по небольшой сумме, которая научит вас поступать таким образом, что вы всегда будете чувствовать то, что денег вам будет хватать. Заведите некий дневник и записывайте свои расходы. Это очень полезная история. Посмотреть, на что же вы тратите в большей степени. И вы увидите, что все-таки основные ваши расходы это будут не какие-то крупные покупки, а мелкие, которые вы, наверное, даже не замечаете в течение дня. Надо понимать, что спонтанность – это не ваш помощник. Конечно, те покупки, которые совершаются под воздействием эмоций определенных, они необходимы для того, чтобы разрядиться, возможно, снять некий стресс, чтобы поднять свое настроение. Но если вы всегда совершаете незапланированные, необдуманные покупки, то это может быстро привести вас к острой нехватке денег. И необходимо в этом случае просто научиться планировать свой бюджет. Может быть, на месяц вперед, кто-то может даже на год вперед, с тем, чтобы обеспечить себе безбедное существование. И помните, учет, он важен для того, чтобы вы могли четко сформулировать свою финансовую цель. Конечно же, любовь к себе – это залог успеха. Мы часто отказываемся от удовольствий, от собственных желаний в пользу любимых людей, либо ближайших родственников. Я знаю по себе, мне сделать подарок кому-то гораздо приятнее, чем купить какую-то дорогую вещь себе. Но помните, излишняя жертвенность – это верный путь к нищете и унынию. Пока вы не научитесь любить себя, когда вы не научитесь относиться к себе как к лучшему другу, будет очень сложно преодолеть препятствия в виде нищеты или вылечить ту болезнь, которая называется бедность. Сначала себе, а потом другим. Помните золотое правило в самолете? Вначале маску одеваешь на себя, потом на тех, кто находится рядом, кто нуждается в вашей помощи. Если вам сложно это сделать, записывайся на мой курс «Денежный интеллект». Я расскажу там, как можно поменять свое мышление, как можно определить объем своего денежного сосуда, как пройти медитации, которые позволят вам ежедневные тревоги убрать и жить в радости, в счастье, прямо здесь и сейчас. Жить в благодарности к сегодняшней жизни. Еще вы должны помнить, что любой негативный настрой, он ведет к провалу. Наши мысли материальны, если мы будем все время думать о том, что нас ожидает какая-то неудача, какие-то бесполезные траты, это и произойдет. Необходимо положительный настрой. Для того, чтобы даже если что-то случилось, просто нужно сказать, да, это был такой опыт, но я же специалист, я же грамотный специалист, я хороший человек. И в следующий раз обязательно я учту этот опыт и сделаю в 2 раза лучше, в 2 раза сильнее. И это нормально. Если у вас не получается, это можно записаться ко мне на курс, и мы с помощью гипноза поправим ваше отношение к себе. Я могу научить вас начать любить себя. Сделать так, чтобы вас было всегда достаточно. Это замечательное упражнение и очень золотое правило, которое позволит вам наполнить свою жизнь собой и начать любить себя в
первую очередь. Помните, что любые мечты, как и цели, они сбываются, но только в том случае, если они правильно сформулированы и если вы совершаете действия и боретесь за них. К сожалению, никакой волшебной таблетки не существует. Вся волшебная таблетка – это вы. Это вы тот самый фокусник, волшебник и маг и факир, который может сделать вас очень богатым и счастливым человеком. В первую очередь, конечно, нужно проработать себя. Обратиться к специалисту, который сможет помочь вам проработать себя, полюбить себя, посмотреть на себя с другой стороны. Ведь помните, что только вы – это тот человек, который на протяжении всей жизни будет вам предан. Он будет в горести, в печали и в радости всегда с вами. И поэтому полюби себя в первую очередь, и ваша жизнь наладится. И теперь, когда вы услышали ключевые принципы достижения богатства, вы можете начать применять их в своей жизни. Помните, что богатство – это не только деньги, но в первую очередь это состояние вашего мышления, ума и души. Стремитесь к развитию и следуйте за вашими эмоциями и за вашими мыслями. Будьте богаты не только материально, но и духовно. Я благодарю всех за просмотр и прошу вас поставить лайки и подписаться на мой канал. Будет много интересно. А с вами был Марсель Лиор, доктор наук, ученый, специалист по мгновенному перепрограммированию человека.